Ох, красота-то какая. Какой бассейнчик. Опачки. И что я вижу? Морюшка, бассейнчик. Ой, красота. У черта на куличках. А если хочешь нормальный номер, то $15 в сутки заплатить. Бабки давай, и будет тебе счастье. Бабки не даешь, но иди туда, куда пошлют. Какая красота. Ну и вот, посмотрите, какой вид. Это Infinity бассейн. Всем привет! 28 января 2025 года. Понимаете, да? Зима. Но у нас снега нет. У нас примерно 8 градусов жары. Это город Минск. В общем, решили немножечко погреть кости и стартануть в Египет. Ну, в какой отель, я все потом покажу. Кому интересно, погнали с нами. Заходим в аэропорт. Проходим через лабиринт. Воздушная такая тут подушечка. Вот так вот залазим. Ну, в общем, чистенько, аккуратненько. В принципе, как и всегда. Много всякого интересного бухлеца. В общем, с голоду не помрешь. Правда, ценничек здесь кусачий. Ну, еще вон на том и аэропорт. Вылет у нас в 12 ночи, в 12:05. Ну что, тут нам остался буквально час до регистрации. Ну что, прошли регистрацию, мы сейчас в раю Duty Free. Вот она, красота-то какая. Заценим ценнички, все в евро. Кто разбирается, ну вот смотрите, я небольшой эксперт. Балантайс. Вот это я знаю, кстати. Вот парфюмы всякие, но вообще на самом деле Duty Free очень маленький. Тут буквально несколько стендов, все. Скромненько. В Египте там, по-моему, как-то покруче было. Ну, потом оценим на обратном пути. Но пока что есть, то есть. Очечки Армани 164 евро, 161 евро. Ну, такое недешевое удовольствие. Ну, вот жена раскрутила меня на 2 туалетные воды. Одна сколько там? 19 евро, да? Вторая 29 евро. Мое, это мужская туалетная вода, по-моему, тоже 19 евро. Что-то около этого. И вот нам посоветовали, на акции стояла вот такой вискарь. Я его никогда не пробовал, ну вот заценим. Литрушечка. 18 евро. Ну, нормально, затарились. Отдыхать будет не скучно. Ну что, зацените. У нас вот такой аварийный выход рядом. Я попросил. Ноги, вон, смотрите, можно вообще тут практически лежать. В общем, будем с комфортом лететь. Лететь почти 6 часов. 5,5 вроде бы. Вот такой у нас самолет. Ну что, взлетели удачно. Единственное, что этим местом я остался недоволен. Потому что, во-первых, оно холодное. Вот здесь стена теплее, здесь холоднее. Тут вот подстелил. И у нас не откидываются кресла. Как спать, не знаю. Потому что сильно вертикально, 6 часов. 6 часов 20 минут лететь. Ну, такое себе удовольствие. Ночной ужин, распаковка. Была говядина с рисом и курица. Нам только курица досталась. Говядину разобрали. Контейнерчик такой фольгированный и очень горячий, кстати. У меня здесь помидорка, огурчик, булочка, масло сливочное, салфетки, сахар, нож, вилка. Ну, все-таки то же самое. Правда, у нее помидорчика почему-то нет. Опа. Курица с рисом. И, кстати, вот эта вот шторка, я ее закрывал, она внизу примерзла, я ее еле закрыл. Здесь было такой кубик льда. Так что вот, греюсь как могу. Зато ногам, конечно, просторно. Этого не отнять, но сидений нет. Ну, кстати, вот я посмотрел, тут кроме курицы еще и сыр и морковка. Сетка то же самое, только почему-то сыра нет или есть. А ее, как всегда, обделили. Помидорки не дали и сыра не дали. Забаррикадировался, у меня вот 3 пледа попросил, потому что очень холодно. Здесь вот на стеночке вот прямо иней образовался, такой куски льда, поэтому ну так холодновато, места вообще никакого.
приездом мы в Египте. Посмотрите, какой аэропорт, какие пальмочки. В общем, все в ажуре. Идем в свой автобусик садиться. Конфисковали чемодан. Прибыли мы в Reef Oasis Blue Bay. Ну, давайте посмотрим. Опа, сюда. Спасибо. Ох, красота-то какая. Ну что, лепота. И вот здесь мы будем отдыхать 10 ночей. В общем, идем оформляться. Ну, уже мне здесь, в принципе, нравится. Смотрите, какой бассейнчик. Бассейнчик просто красота. Небольшая очередь. Сейчас подождем немножечко и нас оформят. Торжественная повязочка. Красота. YouTube видео. Типа того. Ну все. Нам хороший номер. Это мы можем идти уже и завтракать, да? И завтракать. Ну, вообще прекрасно. Все, спасибочки вам. Ждем. Ну что, заселение будет, скорее всего, у нас 2 часа. Сейчас пойдем позавтракаем. Ну, честно говоря, уставшие, но отзавтракать, наверное, все-таки было бы не лишним. В поисках завтрака мы обнаружили море. И красота. Какие-то бары есть, столы есть, только где завтракать не очень непонятно, если честно. Хотя, наверное, еще просто рано. Опачки. И что я вижу? Морюшка, бассейнчик. Ой, красота. Красота. Так, кажется, нашли, где нас покормят. Нам ребята показали. Только надо найти еще вход здесь. Короче, круг почета сейчас сделаем. Но, наверное, вход все-таки не здесь. Ура, вход нашли. Сейчас меня покормят, сейчас я буду кушать. Ну вот, мне уже нравится. Это мы просто зашли с улицы, там такие бордюрчики. А кушать сейчас будем. В общем, так как мы замученные, я сильно сейчас снимать ничего не буду. Просто быстренько наберем еды и покажу, что мы набрали. Ну и покажу уже в тарелках. Ну вот, набрал омлет из запеченных овощей. Очень люблю это дело. Вафля. Как ее называют, эту вафлю? Не помню. Ладно, неважно. Сыр фета. Ну, вон жена тут взяла яйцо пашот. Яичница. А что она такая скрученная, что они его напутали? И она думала, это блинчик, а вот это оказалась картошечка такая в виде блинчика. Ну, такой вот легкий завтрак, в принципе. Нормально. Ну, оливочек еще взял. Ну что, я на пляже наконец-то переоделся. Сейчас иду купаться. Пока ждем номер. Жена на шухере, обещали вроде бы к 10 дать номер, ну посмотрим. Посветились камерой чуть-чуть туда-сюда, ну дали шоколадку, посмотрим, прокатит или нет. И смотрите, какая красота. Пока пойду купаться за кадром, все подробности буду снимать потом, потому что очень хочется окунуться, с дороги уставшие, пока немножечко не до того. Но с видами я вас познакомил. Завтрак, кстати, был огонь, очень даже неплохо. Докладываю о ситуации. В общем, дали на ресепшене шоколадку, там все дела. Он улыбнулся, сказал, ну, к 10 часам подходите, типа будет номер. Подошли к 10 часам, он дурня включил, типа, моя твоя не понимает, вон менеджер, иди туда. Короче, шоколадка сгорела. Подходим к менеджеру, туда-сюда, тоже шоколадку. Все, номер стандарт, находится там у черта на куличках. Если хочешь нормальный номер, то $15 в сутки заплатить. 10 ночей, значит $150 еще доплата. Поэтому шоколадки не прокатывают, поэтому можете даже ими сывать бесполезно. Просто лучше сидишь ты сами. Все за доплату, поэтому камерой светить, не светить тоже это не помогает. Типа блогер, не блогер, им до фонаря. Бабки давай, и будет тебе счастье. Бабки не даешь, но иди туда, куда пошлют. Ну, как-то так. Ну что, январь месяц, конец января. Смотрите, бассейн с подогревом. В нем комфортно, конечно, вода как парное молоко, но когда выходишь с него, немножечко холодновато, сдувает. Сейчас пойдем прогуляемся в неподогреваемый бассейн. Вот буквально рядом в нескольких шагах вот такой Infinity бассейн, он без подогрева. Тут довольно холодно, вода примерно, ну по ощущениям, наверное, градусов 18. Наверное, не больше, потому что, ну я уже заходил, вода такая себе.
Ну давайте, сейчас еще раз зайду. Ох, бодряще. Ну, примерно как у нас в Беларуси. Летом. Начало лета. Прикинемся моржами. Хорошо. Хорошо. Проплывемся. Ну, бодряще, но терпимо. Плавать, в принципе, можно. Ну, заметьте, народу вообще нету. Смотрите. На берегу есть, а в воду никто не заходит. Ну, и, честно говоря, я в Минске плавал в более холодной воде. Нормально, терпимо, кстати. Можно плавать. Зато сейчас подплывем к Infinity бассейну и покажу, какая там красотень. В общем, вот так вот все как бы видно. Не, кстати, вода нормальная. Плавать можно. Но зато с подогреваемого бассейна, когда выходишь, очень холодно. С этого выходишь вообще Ташкент. Красотень. Ну и вот, смотрите, какой вид. Это Infinity бассейн. Разве не классно? То есть классно же, а? Супер. И вот оно морюшка, вот оно золотое. Красное море. Ну, я думаю, с ластами, с плавками, точнее, с ластами мы с маской завтра поплаваем, потому что мы еще даже не заселились еще. Вещи не кинули, поэтому будем пока балдеть. Потому что мы пришли... я уже на пляже, в принципе, побывал. Но с вещами ходить, сумка, рюкзачки какие-то. Ну, только большой чемодан оставили на ресепшене. У нас его как бы забрали. А остальное все с собой тягать. Ну, не очень интересно, не очень удобно. Смотрите, пальмы, все красиво. Потом погуляем еще с вами по территории. Ну, конечно, с теплой воды народ просто не достать. Я говорю, выходишь, просто замерзаешь, надо сразу вытираться. А после ледяной воды пофигу, абсолютно. Что, заслали нас в самую задницу, конечно. Самый дальний будет у нас номер. Номер стандарт. Где-то на окраине, но сейчас посмотрим. Бассейн бар. Ага, вижу, да, есть. Если автобус каждые 5 минут работает. С 7 утра до 12 ночи. Самый последний дом, да? Автобус не надо вышел. Чтоб не дошли до пляжа. Ну, надо денег заплатить, чтобы было хорошо. По-другому никак. Самая окраина, в общем. Дальше просто некуда. Дальше забор. Ну, хоть пальма есть, и на том спасибо. Ну, сейчас посмотрим, может, с видом все-таки на забор будет. Вот наш номерочек. В общем, с видом ни на что, скажем так. Где тут вообще оно открывается? Ну вот сейчас заценим. Ну, такое себе удовольствие. Ну, ничего не поделаешь. Что дали, то дали. Можно было хуже, да некуда. Ну, в принципе, нормально. Сам номер вроде бы неплохой. В общем, самый бюджетный, самый дешманский. Шоколадки вам тут не помогут. Ну, давайте так. Номер, в принципе, сам по себе неплохой. Он просто находится у черта на куличках. Так, в принципе, нормально. Он довольно-таки не маленький, объемный. Кровать тоже не маленькая. Матрас я проверил. Мягенький, нормальненький. Но старенький номер. Видно, что очень древний. Стекло.
которая уходит в душевую. Ну и вот, давайте там по шкафам. Шкаф есть, в шкафу ничего нет, сейф есть. Хорошо. Ну и заглянем в душевую. Вот сразу здесь унитаз, умывальник, фен и душевая. Ну, вот такой вот душ. В принципе, терпимо, нормально. Бюджетненький такой. Ну, честно говоря, по обзорам смотрел, было немножечко поинтересней. Ну, что есть, то есть. Другого не дано пока. В общем, как мы не пытались, не бодались, нет, только бабки плати и все. Вид в пропасть и на кусты. Ну, в принципе, пару пальм виднеется, ну, нормально. Ну, говорят, здесь рядом бассейн, сейчас пойдем прошвырнемся, глянем. Почему ожидали лучше? Потому что, в принципе, мы заплатили за 10 ночей $2000 на двоих взрослых. Поэтому, ну, честно говоря, ожидалось что-то более такое. Но, как есть, так есть. В Беларуси, к сожалению, туры очень дорогие. В общем, за эти бабки получился самый дешевый номер. То рядом с территорией все-таки есть бассейн. Он не обогреваемый. Ну, ничего страшного. Я и в таком могу плавать. Ну вот, ходит маленький тук-тук. И он, в принципе, возит на ресепшн. Вот туда, на центральный пляж. Так что, в принципе, проблем не вижу. Ну да, немножко далековато, но не проблема. Территория огромная, поэтому всех расселить они имеют возможность. Но, сами понимаете, бабла хочется. Но чувствуется, что отель востребованный. Ну, соответственно, персонал такой чуть-чуть, ну, как показалось мне, может, я ошибаюсь, ну, такой надменный, немножечко подзажратый. Ну, возможно, мне показалось. Опять же, с дороги, уставший, может быть, накрученный, поэтому пока примерно так. По обеду я даже не стал снимать, потому что обед, ну, обычный, там буквально из мяса была говядина, которую не разжевать было, курица хорошая была, мягкая, нормально. Ну и все, пока так. Пока восторга большого не ощущаю. Гранд Ротана гораздо круче был в любом случае по территории, по отношению, по всему остальному. Ну вот вечерний подсъем. Reef Oasis Blue Bay. Посмотрите. Ну, честно говоря, для 5 звезд, ну, я не знаю, как так можно. И вот здесь, я не знаю, насколько видно. Может и не видно, но, в общем, заляпанная капец. Полки, ну, чтобы что-то положить, жена тут протирала, на самом деле. Поэтому, ну, Reef Oasis, ну, блин, я не знаю, как так можно. 5 звезд вроде бы. Я не претендую, если бы это было 3 звезды там. Ну, блин, 5 звезд надо как-то оправдывать. На ужин мы решили прокатиться. Вот на таком автобусике. Это выезд, мы прямо возле самого выезда находимся. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Зацените, какие лампочки прямо в плитке у нас светятся. Ну, вечером очень даже красиво, кстати. Я надеюсь, ужин все-таки будет поинтереснее, чем был обед. Обед был скудноватенький. Ну, давайте глянем. Вот смотрите, в принципе, фонтанчик подсвечивается. Все, в принципе, приятно. Смотрите, свечечки. Кстати, очень тепло вот от этой, не знаю, от факела этого. Ну, все мило, чинно, благородно. Ну, вот вечерний бассейн, который не подогревается. В принципе, подсветочка тоже приятная такая, нежная. Сейчас поближе посмотрим. Люди, кто ужинает на улице, вон, видите,
обогрев у них. Хотя, в принципе, на улице тепло. Но мне нравится. Все. В общем, я не бегал по рядам. Я вот просто показываю то, что мы взяли. Десертик, бананчики. Это дынька, по-моему. Мандаринки. Яблочки, нарезка всякая. Окорочочки, мяско, рыбка. Овощи. Ну, у меня вот тоже взял какую-то в сыре, по-моему, макароны, картошку запеченную. Это, ой, не помню, как мексиканская вот эта фигня называется. В общем, попробую. Тоже мяско, рыбка, овощи. Люблю запеченные овощи. По-моему, это баклажаны. В общем, в любом случае выбрали то, что нам нравится. Вот с таким видом. Вот с таким обогревом. Январь месяц, конец января, начало февраля. Вот так мы примерно и ужинаем. Приходись в любой. Короче, тортилья была огонь, хрустященькая, такая остренькая. Макароны, я показывал тортилью. Макароны сливочные. Очень вкусные. Я не любитель макарон, но это реально вкусно. Огонь. Рыбка. Рыбка. Угу. Нежнятина. Говядина у них был косяк в обед. Сейчас попробуем на ужин. Вроде мягкая. Сейчас попробуем. На ужин хорошая. Жуется, потому что на обед она не жевалась, она была башмаком просто. Просто подошва. Что еще? Рулет такой мясной. Ага, рулет. Мясной рулет, кстати. Надо попробовать. Нормально. Не, но он жуется. Тянет, он жуется. Он в тесте рулет. Очень прикольный. Какая-то паста непонятная. И вот овощные эти все прибамбасы их не запеченные. Как говорили, баклажан запеченный. Это баклажан. Он многослойный, с помидорками. Не знаю, то ли со сметаной, то ли чем. Чеснок чувствуется. Вкусно. Вкусно, нежно. И вот этот рулет, он тоже среди мясных был. Я не знаю, что за он. Я не понял, что это, но это вкусно. Хрустящее тесто и начинка какая-то. Хотели пройти прогуляться, но так как мы только сегодня прилетели, мы не спали всю ночь. 6,5 часов мы летели. Так, нам чаек принесли. Жена принесла десерт. Ну, говори, что ты хочешь добавить. Десерт, ничего такого вкусненького. Все такое, выбора почему? Да ты капризная, слушай. Ну, есть в других отелях тортики, всякое такое вот интересное. Здесь Тут тоже как-то- есть тортики, пироженки. Нет, вот из тортиков вот такой вот кусочек взяла. А так Нет, по мне здесь все с десертами все в порядке. маловато. Ребята турчат, смотрите, кофе делают. Молодцы. Да, заказал латте. Вот сейчас мне сделают латте. О, латте. Спасибо. Пожалуйста, хороший вечер. Какая красота. Кофе попробовал, просто огонь, натуральный. Очень вкусный. Латте огонь. Риф Оазис Blue Bay. Смотрим магазинчики, которые находятся на территории этого отеля. Ценник, естественно, будет зашкаленный. Но магазинчиков хватает. Цены примерно, ну, в 3 раза дороже. Можно скидывать. Если умеете торговаться, в принципе, можно торговаться. Салам алейкум. Ну, красота. А сколько маска такая стоит? Здрасте, сколько маска стоит? Сколько? 20 долларов. Отлично. Так она примерно стоит, ну, около 5, наверное. Ну, в 3-4 раза ценник они увеличивают. Если есть талант, можете торговаться. Но не факт. Караоке в среднем 2-3 доллара. Давайте спросим, сколько они стоят на территории
и Oasis Blue Bay. А кораллки есть? Кораллки. И кораллки в соседнем магазине. Соседний магазин. Ага. А Дима сказал, Кораллки есть? Ну давайте сейчас поржем. Сколько стоит? А кораллки сколько у вас стоит? $7, $10. 7-10 долларов. От чего зависит? Почему 7-10? Фирма. Так они же вроде египетские все, нет? Есть Египет, там Мондиал. Там что? Мондиал. Ну вот, примерно так. Короче, если хотите кораллки по адекватным ценам, просто выходите за территорию отеля и покупайте по нормальным ценам. Но не факт, что вас не надурят. Поэтому все равно торгуйтесь. Примерно делите на 3 и получите более-менее адекватную цену. Либо можете ехать в Манго Маркет, по-моему. Там, ну, как бы адекватная цена сразу сходу, без всяких торгов. А так они сразу в среднем увеличивают цену, умножают на 3, чтобы был запас у них торговаться. Тут уже смотрите сами. Запах египетский прям. Прям египетский запах. У них аренда, видимо, все-таки не дешевая. Ну и сами они по себе хитро сделаны. Поэтому имейте это в виду. Вот давайте спросим. Вот арафатка, она стоит $1. Сейчас спросим, сколько стоит. Арафатка сколько у вас стоит? Никого нет на улице. Арафатка сколько стоит? А что, они по размерам? Да, детские, взрослые. Взрослые на меня. У тебя $6. $6? Чисто хлоба. Спасибо, не надо. Она стоит $1. Она стоит $1. Короче, сразу умножили на 6. Арафатка стоит $1. Здесь продают по 6. Имейте в виду. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make